Это один из немногих выпусков, когда все пошло не по плану. Я планировал заснять старинное капище в лесу, но мои планы разрушила машина, которая приехала в глубокий лес ночью. Неизвестный мужчина, взяв лопату, отправился в чащу леса. Я все же дождался, пока он уедет, и решил выяснить, что он там делал. Но лучше бы я туда не шел. Досмотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Ой, что это такое? Так, друзья, мы скоро уже будем подъезжать на развилку в лес. Опа! Смотрите, какая-то машина стоит. Так, там вроде никого нет. Ну, блин, в деревнях, может быть, кто-то пытается там посадку урубить или что. Короче, еду дальше. Но это очень странно, что машина стоит посреди дороги. Капец, ребята, тут дороги просто с ума сойти. Смотрите, что с мопедом происходит. Он не хочет ехать вообще никуда. Надеюсь, я доеду куда надо. Друзья, вот мой мопед. Я приехал на леса. Я буду искать теперь этот вход. Очень странная была машина. Мне до сих пор как-то не по себе. Но вроде все хорошо, вроде за мной никто не ехал. И даже не представляю, где тут можно войти. Бля, постоянно что-то какие-то фонари или как будто глаза какие-то светятся. Может, это какой-то вход, какая-то метка. Или это просто какой-то мешок. Какую-то собаку. Ух, блин, отражение мопеда, я аж испугался. Ладно, друзья, буду искать вход. Так, ребята, я услышал какой-то шум по дороге сзади. Вроде как какие-то свет фар. Чертов лес, холодно, блин, где-то собаки там за лесом лают, деревня там за лесом. Сейчас я мопед закачу в кусты, чтобы не было меня на дороге. И, наверное, включу камеру ночного видения, чтобы посмотреть, кто будет проезжать по этим местам гиблым. Сейчас. Давай. Блин. Короче, ребят, я отключусь, совсем неудобно одной рукой катить, другой держать камеру. Короче, ребята, там машина едет какая-то. Я сейчас переключусь на ночной режим. Посмотрим, кто там такой едет. Я надеюсь, меня не видно, я так в стороне стал. Надеюсь, она проедет. Так. Проедь, пожалуйста, проедь. Так, проезжает. Ни хрена она стала. Чего? Сейчас включу режим. Так, кто-то видел, вышел, видите? Оп. Надеюсь, меня не засветит. Что-то вперед. Пошел.
багажнику. Что-то взял. Так, лопату взял, лопату. Ушел куда-то. Что-то рубит, что-то делает. Слышите? У меня она в этом режиме очень сильно жрет аккумулятор. Надеюсь, я смогу это записать, это видео до конца, но это впервые. Я вообще не ждал, что тут будет ехать машина. Вот какая-то Жигули или какая-то иномарка. Жигули вроде или что стоит. Вот Тойота какая-то старая. Что-то он там колупается в кустах. Заходит. Положил лопату в багажник. Сейчас будет фары включать, отойду в сторону. Чтоб меня не засветил, вдруг он поедет дальше. Оп. Закрыл дверь. Еще раз закрыл дверь. Так, завелся. Давай. Надеюсь, меня не заметил. Так, все, пора уезжать отсюда. Ребята, вы видели, там уже какой-то приехал. Это, возможно, та машина, которая тогда стояла на бочине. Я не знаю, камера засняла, не засняла. Было отчетливо видно, как он взял лопату. И потом что-то там копал лопатой. Он недолго копал, может быть, минут 10-15. И уехал. Я сейчас туда вернусь. Посмотрю, что там. Я надеюсь, что там ничего страшного. Может, какую-то собаку похоронил. А может быть, и не собаку. Короче, ребята, я подъехал к тому месту, где он был. Где-то тут был. Где-то тут разворачивался. Он уже уехал, я переждал. Давайте посмотрим, где он уже. Не знаю, мне реально очень стрёмно. Так я реально что-то то, чего мне не надо находить. Я надеюсь, что это такие не вымешки, но вы вроде их видели. Где он тут копал? Может, он куда-то поглубже заходил. Фух. Вой. Волки слышали, выли. Сейчас февраль. Они, блин, злющие, голодные. Я надеюсь, что... Ребята, напишите, стоит ли искать место, где мужик копал, или же все-таки, наверное, уезжать отсюда, пока я цел и невредим. Друзья, вот лес. Тут он кажется не таким густым, то вначале был густой. Постараемся найти это место. И вот мужик копал, я вроде следов не вижу. Сейчас собаки, блин, лающие внизу. Мне как-то не по себе. Что тут делать с лопатой? Напишите. Ну, я всякое уже видал, на самом деле, за время съемок, но одно как-то реально напрягает. Вот собаку хоронил. Просто знаю из поверья, что местно рассказывают, что этот лес, типа, какое-то местное капище было. Какой-то стоял огромный столб. В дерево молния ударило, и оно, типа, приобрело вид какого-то божества, там, перуна или чего-то такого. И местные пацаны туда бегали в 90-х годах, короче, какие-то жертвоприношения, не знаю, там, славили того перуна или что. Я надеюсь, что все будет хорошо.
Ребята, ладно, пойду дальше. Ребята, это уже не шутки. А вдруг этот мужик опять сейчас сюда приедет, я тут нахожусь. И волки где-то на пороге. Давайте, ребят. Че, ребята? Лесок какой-то дальше я зашел. Видите, тут деревья сломаны. Кто-то тут лазил, что-то ломал. Но вроде давно сломано. Так куда-то вверх под гору, не знаю, смотрите. Видите, гора. Тут такая холмистая местность, что тут можно спрятать кого угодно и что угодно. Чертов дождь прошел, буквально 5 минут полил, и я уже намок. Слушайте крик. О, блядь, по себе как-то. Пусть он что-то кажется. Фу. Опа. Вы что это такое? Вы это видите? Ах, яма. Как вы думаете? Я даже не знаю, для чего она нужна такая. Ребята, у меня крайне хреновые мысли. Она не докопана. Может быть, он хотел сюда собаку похоронить какую-то. Но, блин, какая же должна быть собака? Или не собаку? Я в шоке, честно скажу. Я боюсь, что он сюда может вернуться. И тогда последнее будет хуже пер. Чертовы собаки внизу в деревне разлаялись. Там под лесом река. И за ней деревня сразу. А мост где-то километрах 7 отсюда. Ребята, это реально могила. Это накопана могила для кого-то. Вряд ли для собаки. Это, возможно, для какого-то человека небольшого роста. Еще в таком месте, смотрите. Там гора под горой прямо. И там гора. В ложбинке. И тут хрен найдешь. Блин, если бы я то... Лучше бы я, наверное, того мужика и не замечал, ребята. Я еще не знаю, чем для меня это закончится. Собаки лают, возможно, он где-то там едет. Может быть, он реально знал, что будет дождь, и уехал. Хотите ли, чтобы я сюда вернулся, посмотрел чуть позже или нет? Хотя, ребят, я реально боюсь сюда ехать. Я, наверное, буду уезжать, потому что еще не знаю, как мой мопед выйдет. Сейчас посмотрю вокруг, вдруг что-то я увижу и... Друзья, короче, я решил свалить оттуда. Видите, какая погода. Валит противный дождь. Я стою где-то, блядь, в поле, непонятно где. Буду сейчас спускаться в деревню. А оттуда мне надо будет еще ехать в другую деревню. И, возможно, мне придется заночевать в беседке. У меня бензин осталось, ребята, почти ни хрена. И весь промок. Я надеюсь, что я благополучно доберусь сейчас и смогу разжечь чертов костер и заночевать. Стоит ли возвращаться на то место? Напишите в комментариях, потому что я не знаю, мне реально как-то не по себе. Черт его знает, что он в голове этого мужика. Может, он хотел собаку похоронить, а может быть и не собаку. Спускаюсь в какое-то село. Уже вижу какие-то фонари впереди.
Надеюсь, это то село, которое мне надо. Вообще нету фонарей, освещения, только где-то дома вдалеке светятся.